Привет, я доктор Берг. Бывало ли так, что ваши друзья или родственники не принимали ваших советов о питании? Ужас! Вы открываете им великолепную правду, а они вовсе не спешат ей воспользоваться. Сегодня я расскажу, почему так происходит. Я вас научу одному французскому слову. Оно вот здесь. Идефикс. Это значит «фиксированная идея». Можете поискать, оно есть в интернете. Определение таково: увлеченность ума неким убеждением и яростное сопротивление любым попыткам изменить его. Это зацикленность. Выражение происходит от французских слов «иде» — идея и «фикс» — фиксированное. То есть это понятие означает идею, настолько зафиксированную в разуме человека, что он совершенно не хочет смотреть ни на что другое. То есть человек зациклен на своей точке зрения и не хочет смотреть на вашу. Он просто не смотрит, вот что вам мешает. Ваши данные противоречат тому, что он уже знает. Вы можете говорить: «Нет, нет, пап, продукты с холестерином есть можно», а вам в ответ: «Нет, нельзя», и возникает недопонимание. Люди с такими фиксированными идеями должны отстаивать свою правоту. Они даже помыслить не могут о неправоте. И когда вы пытаетесь их о чем-то просветить, прежде всего, не показывайте им, что они неправы, иначе будет ссора. Я сталкиваюсь с этим в интернете постоянно. Многие из вас за меня заступаются, я это ценю. Но люди с другой точки зрения, они никак не могут остановиться. Вместо того, чтобы попытаться что-то понять, они пытаются обзываться. Я просто смеюсь в ответ. Новая информация, которую вы пытаетесь донести до человека, полностью обесценивает ту информацию, которая у него есть. Обычно, если у вас есть фиксированная идея о чем-то, ваши взгляды на этот предмет не особо гибки. Для вас это истина, несмотря на результаты. Скажем, вы пытаетесь похудеть. Вероятно, у вас есть некая фиксированная идея, которая мешает вам ознакомиться с правильным методом похудения. Вот несколько примеров фиксированных идей. Меньше ешь и похудеешь. Много людей так и делают, но не худеют. Мы пробовали этот способ последние 40 лет. Люди едят все меньше и меньше. Метаболизм разрушается. Вы на строгой диете, но никак не худеете. Такая фиксированная идея определенно существует. Как вам вот это? Главное — знать меру. Я всегда это слышу. Бывает, еду с кем-то на машине, а он говорит: «Главное — знать меру». Вот чем люди руководствуются. Это мешает получать результат, ведь это позволяет им есть немножко сахара, десертов, того, другого. Даже у меня самого были фиксированные идеи. Недавно, несколько лет назад, я в своей последней книге советовал есть 5 раз в день. С перекусами. Я советовал вам есть яблоки. Вот такие фиксированные идеи. Мне пришлось признать свою неправоту и исправиться. В новом издании вы такого не увидите. Итак, повторюсь. Чем более человеку указывают, что он не прав, тем больше он противится. Нужно быть открытым к восприятию чужой точки зрения. Итак, как вам такое? Пейте в день 8 стаканов воды против обезвоживания. Есть люди, которые так яро в это верят, что если сказать им что-то противоположное, они на вас буквально набросятся. Это еще одна фиксированная идея. Или вот еще. Только дипломированные врачи, доктора из аккредитованных университетов могут дать правильную информацию о здоровье. Доктор Берг, вы же не медик. Зачем мне вас слушать? Во-первых, врачей не учат вопросам питания. Питанию посвящено от силы часов 8 за весь срок их обучения. Как они могут дать вам информацию о природных средствах, о питании и о пищевой терапии? Без нужного опыта у врача такой информации не будет. Врачи — эксперты по лекарствам, хирургии и тому подобное, по экстренной помощи. Но что касается здоровья, к ним я бы обращался в последнюю очередь, так как здесь на них полагаться не стоит. Когда я преподавал врачам, у одного из них была вот такая фиксированная идея. Когда вы даете указания своим пациентам, нужно засыпать их научными словами. Это их впечатлит, они решат, что вы очень умный, и начнут вам верить. Я сказал: «Нет. Так вы их запутаете, вызовете непонимание. Они вас не поймут, и никакого контакта между вами не будет».
Нужно все объяснять, чтобы люди могли понять, что вы им втолковываете, так? И когда друзья или родные не принимают ваших советов о питании, знайте, что они держатся за свои фиксированные идеи, и чем больше вы с ними спорите, тем хуже будет. Нужно быть деликатным, нужно помогать им понять. Я гарантирую, окажется, что у них плотно засели огромные заблуждения о питании. Скажем, вы рассказываете им о холестерине. Я ручаюсь, они даже не знают, что такое холестерин и зачем он нужен. Или похудение. Они не знают, что такое инсулин. Они не понимают, что такое метаболизм, что такое калория. Я вам гарантирую. Я бы начал с этой части и помог им понять сначала это, чтобы им стало легче взглянуть на вашу точку зрения. Спасибо за просмотр. Если вам нравятся мои видео, подпишитесь на канал и будете в курсе новостей. Большое спасибо.